Во мрачной тьме далекого будущего есть только война. А что на войне можно поесть? И откуда еда берется? Империум человечества из Вархаммер 40 тысяч постоянно в режиме выживания и тратит колоссальные ресурсы на поддержку своей военной машины. Под ресурсами подразумеваю не только руду, деньги и другие материальные предметы. Самый востребованный — люди. И люди в Вахе — это не только космодесантники и гвардейцы. Во Вселенной есть место заводчанам, крестьянам, прочим труженикам, на чьих плечах держится снабжение всего необъятного Империума. Как простые работяги живут, через что проходят каждый день, в чем особенность быта на той или иной планете и зачем они едят трупов, едят трупы, питаются трупами. В общем, сценарист Достит написал для вас небольшое объяснение. Я, Андрей Хайвер, его озвучил, а режиссер монтажа Владислав Рязанов собрал все в красивый ролик. Вы в блоге FunPay, и нам пора на завод. Хотя сначала потрогаем траву. В полях. Крестьяне. База любой войны – снабжение пищей. Солдаты хотят кушать, поэтому на сельхозпланетах трудятся миллиарды крестьян. Нетрудно догадаться, как сложно прокормить такое огромное государство. Хотя официальной информации о количестве населения у нас нет, фанаты на форумах математическим путем пытались эту цифру прикинуть. Многие склоняются примерно к 10 квадриллионам человек. Пустотные баржи с продуктами постоянно курсируют от агромиров к другим планетам человечества. Сельхозпланеты защищаются мощнейшими бастионами и линиями орбитальной обороны. По уровню укрепленности им уступают разве что миры крепости. И это не просто так, ведь при гибели даже одной сельскохозяйственной планеты где-то на уголках галактики рушится целый фронт. Чтобы представить себе аграрный мир, нарисуйте в голове планету, заполненную, например, фермами и полями, да такими, что края им не видно. А среди них местами возвышаются многоуровневые города-ульи. Там сконцентрировано больше всего населения и администрации. Сельское хозяйство выращивает не все подряд. Adeptus Administratorum, центральный орган власти Империума, учитывает все факты. Климат, почву, овощи и животных, которые лучше всего приживутся именно на этой планете. Работают агромиры в строгой ротации. Все отлажено до мелочей. Они могут выращивать чисто съедобных насекомых, либо являться огромной скотобойней, или же состоять из воды и быть домом для подводников и рыболовов. Каждый агромир, помимо управления планетарным губернатором, разделен также на крестьянские общины, где местный, назовем его староста, координирует работу. Конечно же, это не мелкие общины, как в средних веках, а громадные поселения. Представьте себе. Да, представлять нужно будет много. Авторы Вселенной уж очень мало артов посвящают мирной жизни. Так вот, представьте себе большой город рыбаков, где сидит главный рыбак и буквально отвечает головой за отлаженный процесс поставки скумбрии и селедки. Представили? А теперь представьте заново, потому что неважно, занят крестьянин выращиванием гигантских грибов в холодных пещерах, пшеницы на солнечных полях или планктона в лабораториях. Важно то, что такой человек – непривычный нам фермер с граблями и лопатой. В мире Вархаммер 40 тысяч крестьяне очень технологичные. Уже с детства они учатся управлять самой современной техникой и приборами для облегчения своей работы. Логично, что чисто ручным трудом такие масштабы работы не вывести. В мирах со значительным влиянием техножрецов из Adeptus Mechanicus поля и вовсе могут пахать сервиторы с электрокосами. Сервиторы — это такие роботизированные люди, у которых отобрали волю решать что-либо самостоятельно. Словом, технорабы. Кстати, крестьяне вообще не обязаны питаться тем, что производят. Случается такое, что целая планета выделена конкретно под производство деликатесов для имперской знати, но те, кто эти деликатесы выращивают, будут кушать скромнее. Обычно у крестьянина на столе зерновые культуры, если повезет, мясо гроксов, самые распространенные скотины в Империуме. Или амбулов, насекомоподобных существ, которых тоже едят.
Их вы могли видеть в бумер-шутере Boltgun. В городах-ульях и вовсе основным рационом служат батончики из трупного крахмала. Подробнее о них я дальше расскажу. Спустя долгие годы невероятно тяжелого труда крестьяне или становятся очень выносливыми людьми, или просто не выживают. Поэтому они отлично подходят для вербовки в ряды Astra Militarum, имперской гвардии. Такой солдат выдержит любые тяготы, но агромиры редко используют для комплектования полков, ведь плотность населения на них низковата, и после мобилизации на полях работать будет некому. Крестьяне, очень религиозные люди. Если брать среднестатистического работягу с полей, то он при любом добром или плохом знамении, быть может, просто перед едой или входя в дом, несколько раз в день складывает на груди знак аквилы и возносит молитвы императору. Там, где сильно присутствие техножрецов из культа Механикус, крестьяне, помимо императора, поклоняются богу-машине. Он же Амнисия. Как выше говорилось, вам нужно выкинуть из головы привычный образ крестьянина. Крестьянин в 40-тысячном году с техникой на «ты». Поэтому неудивительно, что большинство из них обращаются в веру Механикус, даже на планетах, где нет ни одного техножреца. Они молятся Амнисии каждый раз, когда у них что-то сломалось, и благодарят его, когда технику удалось починить. Мелкие поселения в труднодоступных уголках планет могут выдумывать своих богов. Суеверные рыболовы запросто поклоняются морскому башку, например. Само собой, это ересь, так что Инквизиция сразу заинтересуется подобными культами, если, конечно, о них узнает. Но такие секты – безобидная ересь на фоне еретиков хаоса. К сожалению, агромиры входят в список планет, на которых часто становятся хаоситами. Просто потому, что жителей там немного, и скрывать свои мерзкие мутации им намного проще. Да и меньше соседей, которые могут настучать Инквизиции. А может, соседи еще и присоединятся к еретику, после чего какой-нибудь маленький сельский город полностью обратится в ересь. Культы хаоса, помимо простого похищения людей, восстаний и других мелких пакостей, могут открыть путь даже вторжению армии демонов, за которыми не заржавеет опустошить планету. Подытожим. Крестьянин в сороковнике – человек выносливый, чаще всего религиозный и технически подкованный. Что дальше? Скорее всего, у рожденного в крестьянской семье жизнь будет точь-в-точь, как у родителей. Пахать от рассвета до заката и благодарить императора за еще один прожитый день. Это тяжелая, но относительно спокойная, насколько это возможно в мире Вархаммер, жизнь. Пускай в этой вселенной есть только война, простой работяга это заметит только если его планету сожрут тираниды или еще какая напасть. Самая вероятная судьба крестьянина – он никогда не покинет свою планету. Да что там планету, даже родную ферму или поселение. Работник с полей или там мясник может ни разу не встретить орков, не узнает, кто такие Тау. Эльфы, вернее эльдары, для него останутся существами из сказок. На политику такому человеку тоже плевать. Плата за мирную жизнь – скука. Но всегда есть исключения. Предположим, что крестьянин смог выбраться со своей скотобойни и отправиться путешествовать. Что его ждет? Есть вероятность, что веселый и увлекательный тур на райскую теплую планету в рядах имперской гвардии. Вперед, собаки! К победе! В атаку, бойцы! В бой! Неплохая же перспектива. Комплектование полков происходит по прямому приказу планетарного губернатора. Вариантов отмазаться нет. Это касается любых жителей Империума, и фермеры, хотя призываются реже, не исключение. Бывшие крестьяне могут прощаться с семьей и любимым трактором навсегда. Служба в Astra Militarum пожизненна, хотя в разных подразделениях могут быть варианты все-таки демобилизоваться. На какой-нибудь традиционный праздник конкретного полка могут отпускать определенное количество человек по жребию. Такой процесс был описан в книге «15 часов» Митчелла Скэнлона. Другой вариант окончить службу – умереть, само собой. И даже ветеран, отдавший долг императору, домой, скорее всего, не вернется. При демобилизации его новым домом станет та мирная планета Империума, на которой остановился полк. Какие-то что-то отстойные у крестьянина перспективы по жизни, не так ли? Вообще-то нет. Умереть или трудиться во имя императора – лучшее, что можно придумать. И не только в ряды Astra Militarum может попасть крестьянин. Далеко не редкое явление, когда особенно талантливый
талантливых в обращении с техникой и верных Амнисии вербуют в культ Механикус. Яростно же верующие в императора могут быть призваны в свои ряды экклезиархией, духовенством империума. Не исключена возможность крестьянина дослужиться до какой-нибудь местной управляющей должности, где он докажет свою эффективность и будет замечен самой Adeptus Administratorum. После такого карьерного скачка человеку открыт путь на административные должности в любой точке галактики, если на то будет необходимость. И пусть, выбравшись из задницы, крестьянин начнет питаться и одеваться лучше, это не означает, что его тяжелая служба закончилась. Империум требует максимального усердия от любого человека, вне зависимости от должности. Ульи. Миры Ульи – полная противоположность сельскохозяйственным планетам. Это самые густонаселенные места в Империуме, застроены настолько плотно, что люди живут там чуть ли не на головах друг у друга. Конструкционно я бы назвал их не ульями вовсе, а муравейниками. Причины строительства громадных человейников просты. Имперские архитекторы решали проблемы перенаселения, загрязнения окружающей среды и гражданских беспорядков. Просто строя новые уровни городов слой за слоем, пока шпили не начали пробивать небеса. Обычно города Ульи стараются возводить внутри горы, чтобы образовать естественный защитный саркофаг из толстой каменной брони. Дополнительно такие поселения защищены пустотными щитами. На штурм Улья могут уйти десятилетия. Яркий пример – мир Улей Армагеддон. Там комиссар Ярик противостоял Ваакху вождя орков Газгула Мак-Урук-Траки. Я выговорил это, что ли? Несмотря на то, что большинство поселений Армагеддона открыты небесам, за десятилетия войн силы орков оказались недостаточными, чтобы разрушить планету. Многие области мира все еще остаются такими же зелеными, какими они были раньше. Орки сломали зубы об Армагеддон и до сих пор ведут за него кровопролитные войны. Прочитать об этом подробнее вы можете в цикле «Комиссар Ярик» Дэвида Анна Дейла, а также есть компьютерная стратегия Warhammer 40 000 Армагеддон, вдохновленная классическим пошаговым варгеймом Panzer General. Элита общества мира ульев живет выше, и очевидно, что чем ближе к пику расселены люди, тем сильнее больше жируют. Ну а о богачах Вахи как-нибудь в другой раз поговорим. В то же время вся промышленность, тяжелый ручной труд, загрязнения, болезни и нищета – постоянные спутники нижних слоев ульев. Перенаселенные нижние уровни – это громадные гетто, рассадники жестоких преступных группировок. Тут ради визуализации справедливо взять мир Улей Некромунда, которым правят преступные кланы с многовековыми династиями. Еще можете вспомнить комикс и фильм «Судья Дред». Это не Ваха, конечно, но атмосфера такая же. Есть отдельная настолка по Некромунде, громаднейший цикл книг, уступающий, наверное, только Ереси Хоруса, обширный лор и компьютерные игры. Можно поиграть в Некромунда Hired Guns. Игра не самая лучшая, неудачный клон Doom, но если нужно именно вот прочувствовать вайб планеты Улья, то сойдет. Еще ниже нижних идет Подгород. Население этих мест даже за людей не считают. Там, под ульями, настоящая клоака, куда никогда не заглядывают силы правопорядка. Там жизнь среди гор отходов и прочих нечистот. Нет никакой системы управления. Громадное количество мутантов, различных уродов и отличная база для зарождения культов хаоса. Некоторые избегают от закона в эти гадкие места, но обычно такой необдуманный поступок заканчивается смертью беглеца. Собственно, пакость, которую может породить дно городов ульев, мы видим в кооперативном шутере Dark Tide. Там мы уничтожаем переметнувшихся к богу разложения Нурглу гвардейцев 5-го Мёбианского полка. За пределами же городских стен миры Ульи обычно не такие, как Зеленый Армагеддон. Там пустоши, там природу загрязнило и уничтожило какое-нибудь производство. И как в этих ульях живут? Поскольку население миров ульев исчисляется миллиардами, а то и триллионами, они являются основными источниками для пополнения Navis Imperialis, имперского флота, и Astra Militarum. В отличие от аграрных планет, недостатка в людях тут нет, поэтому из ульев можно грести новобранцев бесконечно, кидая все новых и новых солдат в жернова войны.
Обычно имперские гвардейцы не участвуют больше, чем в одном конфликте. Если солдат выживает, то он десятки лет будет воевать за какую-нибудь одну планету или где-нибудь на рубежах темного космоса, неисследованной зоны галактики. Это вам не космодесантники, которые успевают за время своего существования увидеть множество планет и рас. Скорее всего, гвардеец не увидит больше никого, кроме как, допустим, орков. Я бочка, я вовсе не орк. Вся его жизнь будет посвящена войне с орками, и он пропитается ненавистью к зеленокожим. Или к тиранидам, как повезет. Среднестатистические работяги планет Ульев, не попавшие пока что в армию, живут в отвратительных условиях. Темные массы людей расположены в страшной тесноте и целиком зависят от инфраструктуры городов. Любой бунт или беспорядок может привести к сбою работы электроэнергии и транспорта, что приведет к катастрофе. Население же города Улья всегда недовольно и восстанет по любому поводу, будь то какой-нибудь новый налог или недостаток продовольствия. Поэтому правоохранительные органы в таких местах наделены чрезвычайными полномочиями. Держат людей в железном кулаке. Все-таки бунт губит города и целые планеты не хуже внешней угрозы, так что и воевать с ним приходится всерьез. В Империуме даже есть поговорка: «Человечество находится в 3 приемах пищи от анархии». Предостаточно примеров, когда катастрофические беспорядки вспыхивали даже в не самых гиблых мирах Ульях. Коралсием в секторе Иерихон пал после гражданской войны, которая поначалу казалась небольшим разногласием местных фракций, а в итоге переросла в обмен ядерными ударами. Аргот был процветающей планетой, но теперь вынужденно изолирован самим Империумом и находится на грани гибели после сепаратизма под влиянием Тау. На Медузе-4, которая была изолирована от Империума варп-штормом, целых 2 города Улья перешли под влияние хаоса. Власти слишком поздно заметили усиление культов, и силы планетарной обороны не смогли их остановить. Когда шторм рассеялся и на планету пришли наводить порядок ультрамарины, большая ее часть уже была под влиянием хаоса. Даже могучие космодесантники не справились со столь масштабным мятежом, после чего Инквизиции было принято решение применить против Медузы-4 полное уничтожение. Экстерминатус. То есть жизнь работяги из Улья такая ужасная, что для него погибнуть во время бунта не так страшно. Все лучше такой жизни. Простой человек, рожденный в городе Улье, назначается на какую-нибудь сложную работу. Например, трудиться в мануфактуруме до изнеможения или до призыва в имперскую гвардию. Если житель не будет мобилизован, мало шансов, что он покинет когда-нибудь свой город и даже свой уровень. Белого света люди Улья не видят никогда, если только не живут на самой вершине. Достать новые вещи сложно, поэтому все донашивают за старшими или уже умершими. Воздух, вода и пища тут на вес золота. Ничто не исчезает бесследно, все проходит повторную обработку. Скорее всего, кто-то уже пил эту жидкость. Водой назвать это язык не повернется. И она прошла очередную фильтрацию. А батончик, который утоляет голод горожанина, сделан из трупного крахмала. Да, чтобы такое громадное население могло выжить, приходится прибегать даже к переработке трупов. На Некромунде такая практика особенно распространена. Там даже есть гильдия трупов. Меркатор Палидус. Целые кварталы в городе Улье могут быть заняты цехами с труподробилками. Трупный крахмал – важнейший торговый ресурс, и каждый влиятельный торгаш мечтает монополизировать этот рынок. Но питательные брикеты могут изготавливать не только из крахмала. Бывает, их делают из насекомых, хрящей и любой другой органики. В дело идет все, что представляет хоть какую-то питательную ценность. В Империуме ничего не пропадает. Казалось бы, что в мирах и городах Ульях люди выполняют роль функции. Как роботы пашут на заводах, смотрят на черное небо и давятся трупными батончиками. Но есть планеты, где люди не как роботы, а вполне себе роботы. Культы Механикус. В сельхозмирах люди хотя бы изредка, но могут повлиять на свою судьбу. В мирах Ульях это почти нереально. А вот в мирах-кузницах никаких могут и почти. Там жизнь предопределена от и до.
Правит там Адептус Механикус. Когда-то император человечества создал союз Терры и Марса, столицы Механикус, после чего техножрецы обязались снабжать Империум технологиями, титанами, танками и многим другим полезным. Конечно, есть знания, которые они хранят в секрете исключительно для себя, но ролик не об этом. Жизнь обыкновенного работяги в мирах-кузницах сильно похожа на существование любого другого заводчанина в каком-нибудь городе Улье, за исключением религии и дальнейших перспектив. Поклоняются обыкновенные жители миров-кузниц Амнисии, а не императору, а их существование полностью предопределено. Техножрецы заранее анализируют каждого человека и решают, куда определить подростка. Самых физически развитых в Скитарии, воинов Амнисии из плоти. Остальных всю жизнь пахать на производстве. Любая планета-кузница покрыта мануфактурами и шахтами. Это, по сути, громадный завод. Техножрецы называют людей рабочими единицами и относятся к ним соответствующе, обезличенно, прагматично. Например, покалеченного до недееспособности рабочего зачастую отправляют в сервиторы, то есть превращают в технораба. Ему делают лоботомию, лишают воли, роботизируют до нужного уровня. В мирах-кузницах стоит дважды подумать, прежде чем просить больничный. Жестко накосячил на производстве и сорвал крупную партию — в сервиторы, совершил преступление — в сервиторы. Все просто. Однако стоит отметить, что живого человека считают слугой получше, так что без веского повода с лоботомией не чистят. А может ли вот работяга стать техножрецом? Хороший вопрос. Может, иначе как бы они пополняли свои ряды. Получить звание хранителя знаний о технологиях имеет возможность любой человек, который показал себя перспективным в работе с техникой. Усердно работай, не будь тупым, и тебя заметят. А остальных ждет судьба рабочей пчелы до самой смерти. А за время своего существования необходимо передать навыки следующему поколению. В общем, серость, тяжелый труд и каждый день похож на предыдущий, как почти везде в Империуме. Феодалы. Абсурд на планетах феодалов в голове не укладывается. Во вселенной космических перелетов и мехакостюмов большая часть населения феодальных миров использует вьючных животных, живет в глиняных или деревянных домах, а в бой идет с мечом. Не цепным мечом, а вот просто мечом. И это не все. Так же сильно, как от продвинутых планет, феодальные отличаются и друг от друга. Где-то скот может быть выращен в пробирках, где-то иметь аугментации. Только представьте себе киберкорову. Ну или не представляйте, это я вообще из головы придумал, и в Вахе киберкоровьего уровня нет. Нередки случаи, когда глиняные дома соединены с порталами, через них проходят трубы плазменного реактора или вообще такие домики построены вокруг орбитальной ракетной шахты. Мечи и алебарды могут дополняться вполне себе современными пистолетами или бить электрическим зарядом. Каким-то мирам удается вырваться из средневековья и стать обыкновенной человеческой планетой. Но в большинстве из них население намеренно отупляют и держат в неведении правящие классы. Все, чтобы держать крепостных в узде. Планетарный губернатор и его придворная знать вполне могут пользоваться всеми преимуществами современных технологий и хорошо питаться, в то время как остальное население пытается выжить, копаясь в грязи. Это странная смесь обширных сельскохозяйственных угодий, зеленых холмов и лесов с изрыгающими смог заводами и космическими портами. Если вы уже решили, что такие миры не представляют ценности для человечества, то сильно ошиблись. Уникальные условия существования иногда приводят к созданию величайших и самых ценных полков Астра Милитарум. Ярким примером могут служить атилианские всадники, которые неоднократно показывали всю мощь своей кавалерии на поле боя, разнося даже армии некронов. На феодальных мирах как нигде сильно развиты родственные связи и уважение к семейным ценностям. Люди там консервативные и не любят покидать насиженные места. Все имущество, ремесло и власть передаются по наследству, а иерархия выстроена очень четко. Поэтому еще одной особенностью средневековых планет является безоговорочная верность. Жители выражают свою преданность податью или частью выращиваемой продукции. Граф или герцог будет уважать своего сюзерена и подчиняться ему во всем, а тот, в свою очередь, обязуется защищать подданных.
на таких планетах очень редко вспыхивают бунты, поэтому поток налогов идет стабильно. Кроме того, феодальные миры переполнены искусными алхимиками, равных которым нет нигде. Они изготавливают потрясающие зелья, яды и другие вещества, представляющие огромную пользу для Империума. Да, какие-то вещи могут показаться слишком примитивными, но не стоит называть феодальный мир никчемным. Лучше относиться к людям добрее, ну и вообще ставить лайки и писать комментарии под роликами про Ваху, вот, например, под нашим. Не ожидали такого поворота. Ладно, продолжаем. Феодальные миры веками не меняются и особо не стремятся к прогрессу. Большинство местных работяг даже при возможности что-то изменить ничего не изменит. А если таким средневековым работягам повезет отправиться в большой космос, то велик шанс, что Империум, какой он есть на самом деле, повергнет их в недобрый шок. Варвары. Феодальные миры отсталые, но не дикие. Дикие миры — это дикие миры, и они еще больше отсталые. Тут развитие не пошло дальше племенного строя. Тут живут зачастую в неведении и не в курсе, что где-то там есть большой космос. Хотя бывает и такое, что некоторые миры варваров привыкают к космическим кораблям и постоянным высадкам космодесантников. Ох, Пресвятой Император, извини. Извини, за что? В кодексе Астартес написано регулярно начищать свои болтеры, тем более, если они такие большие. Но при этом презирают Железных Воинов из-за их зависимости от технологий. Жители диких планет ценят все натуральное и отвергают прогресс. Но больше прочего они выделяются своим оголтелым фанатизмом. Отрезанные когда-то от Империума, они поклонялись собственным богам или одному богу, чем воспользовалась экклезиархия. Напомню, это духовенство. Проповедникам не составляло труда заменить местных богов на императора. Таким образом, какой-нибудь владыка небес, которому на планете поклонялись веками, стал еще одним образом владыкой человечества. Живущие в лачугах и не желающие принимать прогресс, варвары, тем не менее, приносят пользу Империуму. Почти всегда ими управляет вполне обыкновенный планетарный губернатор с хорошим образованием, который знает, как взаимодействовать с дикарями, чтобы те стабильно платили налоги. Кроме того, из религиозных варваров получаются отличные зелоты, воины-фанатики, не боящиеся смерти. Экклезиархия, а также сама Инквизиция нередко интересуется особенно фанатичными бойцами и охотно берет их к себе. Ну, вот мы и поговорили о мирах, где на наш землянский взгляд из 21 века жить невозможно. Ну или хотя бы тяжело и неприятно. Но есть Warhammer 40 тысяч еще одни миры. И там невозможно жить даже по меркам Вахи. Опасные миры, невыносимые миры, страшные миры. Миры смерти. То, что вы называете адом, они называют домом. Мир смерти Стив Лайонс. Порой геофизические, климатические или биологические условия планеты считаются слишком враждебными для человеческой жизни. Однако такие препятствия не останавливают человечество. Там есть ценные ресурсы? Ну тогда будем их любой ценой. Есть кем платить. Колоссальные залежи серебра и адамантина обязательно привлекут внимание Адептус Механикус. И даже самая горячая вулканическая поверхность не отпугнет их. На другой планете радиационные бури могут постоянно разрушать защитные купола поселений, но по причинам, засекреченным Инквизицией из Ордо Еретикус, народ будет продолжать там жить и работать. Нередко заселяются миры, чья фауна действует как иммунная система и считает человечество инфекцией. В таких местах непролазные джунгли и токсичные болота всегда стараются убить поселенцев. Ярким примером миров смерти служат знаменитые Катачан и Рогар-3, где люди живут в постоянной борьбе с густой ядовитой растительностью и вынуждены строить хорошо укрепленные бастионы. Но даже их стены местные живые лианы умудряются разъедать своей кислотой. Война с флорой идет постоянно. Жизнь в мирах смерти настолько невыносима, что дожить до совершеннолетия уже подвиг. Слабаки там вымирают. Зато какие получаются бойцы Астра Милитарум. Выживание в сложных условиях военных действий? Да они существовали так всю свою жизнь. Многие ордена космодесантников высоко ценят новобранцев из миров смерти. Такие выносливые претенденты с наибольшей вероятностью переживут сложный обряд перевоплощения в сверхчеловека.
Общество в мирах смерти всегда очень сплоченное. Каждый идеально знает свои обязанности. Взаимовыручка и четкость в исполнении всех задач и инструкций могут сравниться лишь с порядками, которые устанавливают Adeptus Mechanicus у себя в мирах-кузницах. Наказание за нарушение на мертвых планетах крайне сурово. А в ход идет любой людской ресурс. Даже если человек физически больше не может работать или воевать, ему найдут какое угодно применение, лишь бы он приносил пользу, будь то помощь на кухне или в лечении раненых. Если брать простых работяг, то тяжелее всего приходится строителям, которые постоянно вынуждены находиться в опаснейших условиях и восстанавливать разрушенные укрепления под угрозой атаки местной флоры, фауны или погодных условий. Но какой бы ни была работа у местных людей, жизнь у них в любом случае очень короткая. Так что, несмотря на сплоченность, уровень личной привязанности к кому-либо в таких местах на нуле. Все тут пребывают в ожидании скорого конца. Часто среди выходцев миров смерти появляются очень талантливые люди, которые занимают серьезные должности в Adeptus Arbites, то есть среди имперских силовиков, либо в Adeptus Administratorum. Их преданность общему делу и прагматичность являются очень полезными качествами для работы в органах власти. Они не изнежены и могут служить в любых условиях. Заключение. Даже в относительно безопасных мирах людям приходится класть голову на работе, давиться трупными батончиками, а если не батончиками, то в любом случае едой не самого высокого качества, той, что не пошла на столы элите. Вплоть до отбросов. Мы не описали жизнь на всех типах миров, но взяли самые популярные. Существуют также кардинальские планеты-храмы, где правят экклезиархи и священники. Миры-крепости защищают целые сектора космоса, и жизнь там не легче, чем в мирах смерти. Горнодобывающие миры снабжают Империум всеми возможными ископаемыми, и, наверное, нетрудно представить, как там себя чувствуют шахтеры. Что касается медицины и образования, тут сказать однозначно сложно. Все зависит от уровня развития планеты. Существуют цивилизованные миры, где находятся лучшие институты и взращиваются величайшие умы Империума. Населения там очень мало. Настолько, что не бывает даже городов-ульев. А если возьмем феодальную планету, то о каком образовании вообще может идти речь? Еще та же медицина сильно разнится от мира к миру или даже от этажа к этажу одного города-улья. Само собой, богачи могут позволить себе более качественные услуги и аугментации, а простой работяга, скорее всего, умрет без должного лечения. Порой сестры из Adeptus Sororitas, воительниц экклезиархии, добровольно работают в самых нищих уголках, спасая местное население своими целительными навыками. Adeptus Arbites или другие похожие на них силовики служат как охранники порядка. Обычно это очень суровые люди, наделенные огромными полномочиями. Закон в Империуме есть, но вероятность, что тебя просто грохнут без разбирательств или ты там сгниешь в тюрьме, слишком высока. Нередки случаи, когда человек просто не дожидался своего суда и умирал, пока 70 лет ищут нужный пункт в Lex Imperialis, книге законов, которую писали больше 10 тысяч лет. Отыскать там необходимые юридические своды правил почти нереально. И что тогда получается? А то, что обычному работяге в Вахе не сильно-то следует рассчитывать на хорошую жизнь, образование и медицину. Скорее всего, он умрет где-нибудь в полях, на производстве или будет сожран ядовитыми растениями. А если нет, то закончится от изнеможения. И пусть кроме войны в Warhammer 40 тысяч, оказывается, хватает мирной старости там не найти. Во мрачной тьме далекого будущего есть только труд. И он перетрет всех. Во славу императора. Спасибо за просмотр. Если интересно, откройте описание под видео. Там ссылки на наши соцсети и на авторов ролика. Подписывайтесь на канал FunPay и пишите в комментариях, как вам тема, сценарий, голос и монтаж. И лайкать не стесняйтесь. Лайкните и за маму, и за папу, и за императора. Ну, или даже за хаос. Не осуждаем. Главное, лайкните. До встречи через неделю.